Всем привет на этом канале. Это в качестве спонсорской помощи буду сегодня регулировать форсунку. Прислал мне человек аж из Новых Петровцов форсуночку, сказал, плохо работает. На вид она вроде как даже новая, не покоцанная, вроде как абсолютно новая форсунка. Распылитель вроде как тоже никаких проблем не вызывать должен. Ладно, сейчас поставим на станок, посмотрим, как она себя ведет, а потом будем разбираться, что к чему, что в этой форсунке не так. Накачиваем станком давление. Давление срабатывания этой форсунки 100 атмосфер. Это явно мало, потому что должно быть 130-135, потому что это, по-моему, десятка мотор, там 130-135. Давление низкое. Одна причина нашлась. Вторая причина — форсунка льет. Сейчас покажу, как она это делает. Смотрим на то, как распыляет форсунка. И видно, что она заливает. Тумана мало. Впрыск получается затяжной. Нету четкой отсечки, потому что давление низкое. Но на хороших оборотах, в принципе, она может и работала бы. Но льет форсунка капитально. Так, сейчас посмотрим, что с ней. А вот гидроплотность форсунка, в принципе, держит. Это хорошо. Может быть, даже спасем распылитель, и надо будет его менять, раз она держит гидроплотность. Ну, а теперь разбираем, собираем, и все по порядку, как должно быть. Значит, форсунка имеет очень низкое давление впрыска, поэтому нормально она, конечно, работать не могла. На вид новая. Никаких проблем вроде нету, не поцарапанная. На вид хорошо выглядит. Гидроплотность держит. Значит, распылитель не старый, но он и по виду вроде как не старый. Ну, давайте посмотрим, что тут делается. Резьбы не рыжие, значит, воды не было. Все хорошо. Тут смотрим. Эта поверхность блестящая, красивая. Царапин на ней нет. Все хорошо. Все чудесно. Распылитель даже сам выпал. Удивительно. Обычно, когда форсунки закисают, то этот распылитель вытянуть невозможно. Кот пришел проведать меня, как я себя здесь веду. В общем, корпус форсунки этой абсолютно новый. Это абсолютно новая форсунка. Почему она не работала, не знаю. Почему такое давление, тоже не знаю. Потому что с завода она должна быть отрегулирована. То есть давление должно быть правильным. Кто давление это трогал, неизвестно. Ну, в общем, все запчасти блестящие, новые. Видно, что форсунка новая. И она внутри чистая, и она практически ни черта не работала. Тут смотрим. Должна быть типа шайбочка вот здесь. Шайбочки, конечно, нету. Ну, понятное дело, что нету, хотя должна, конечно, быть. Пружинка целая. Винтик, он и в Африке винтик. Интересует больше распылитель. Игла не заклинившая. Тоже износа на игле практически никакого нету. Распылитель новый, можно сказать. Значит, скорее всего, не работал из-за того, что низкое давление. Распылитель Тата. Опознавательных знаков больше нету. Но по виду носика распылителя это вроде как четверочка. Все как и должно быть. В общем, новый распылитель, новая форсунка. Почему давление низкое, непонятно. Распылитель этот подклинивает. Может из-за грязи, может быть не из-за грязи. Сейчас помоем, увидим. Вот слышно, на руку его туда-сюда тягаешь, а он идет неравномерно. Вот в этом месте закусывается. То есть игла свободно в распылителе не ходит. Вот поэтому был у него и затяжной впрыск. Потому что распылитель открылся, он должен закрыться после впрыска. А по той причине, что игла подклинивает, он долго закрывается. И получается затяжной впрыск. Так, одну причину затяжного впрыска нашли. Игла должна ходить свободно. Вот абсолютно новый распылитель. Игла ходит легонечко, свободно, нигде ничего не закусывает. И должна под углом 45 градусов, смоченная в солярке, опускаться под своим весом. Макаем в солярку. И вот так вот иголочка под своим весом должна опускаться в корпус распылителя. Это значит, что там нету мусора и что нету заеданий
самой иглы в корпусе распылителя. Ну и, соответственно, что она нигде не клинит. Потому что заклинившая игла, если она где-то приклинивает, опускаться, соответственно, не будет. Так вот, этот распылитель старый, вернее, новый старый, он так делать не хочет. Видно, что игла у него не опускается, клинит. Значит, сейчас я его промою. Если промывка ему не поможет, будем смотреть, что с ним делать дальше. Помыл я распылитель, почистил его, но это ему сильно не помогло, потому что он все равно немножко закусывает. Поэтому придется его немножко притереть. Притираю я 5-микронной пастой, потому что часто в комментариях спрашивают, какой пастой притираешь. 5-микронной. Сюда наносите и притираете. Но для начала померяем ход иглы. Стоит ли возиться с этим распылителем или он абсолютно бракованный. Для этого распылителя ход иглы должен быть 0,6-0,8 мм. От этого зависит то, насколько жестко будет работать форсунка. То есть, насколько жесткий будет распыл. То есть, насколько будет больше тумана. Если ход иглы 0,6 мм, форсунка очень хорошо распыляет. 0,8 мм тоже хорошо распыляет, но немножко хуже. Если больше 0,8 мм, то форсунка начинает работать жестко. Начинает струю выдавать вместо тумана. А для этих моторов мотоблочных это очень важно. Как мерять ход иглы, я уже когда-то показывал. Сначала берете, меряете длину хвостика. Вот таким вот нехитрым образом. Померили, получили 6,78. Сбиваем это все на 0. Теперь опускаем иглу до самого низа и штангенциркуль уже ставим на буртик корпуса распылителя. И снова меряем размер, который у нас получается. То есть насколько у нас утопилась игла. И получаем размер 0,87. Вот поэтому этот распылитель немножко жестко работал. Ну, мы можем, в принципе, его немножко и подшлифовать. Тут еще один косяк нашелся. Это гайка регулировочная. Это пружинка. Соответственно, ставится оно вот так. Так вот, на этой гайке был конус. И, соответственно, пружинка плотно к ней не прилегала и постоянно туда-сюда гуляла. А раз она постоянно туда-сюда гуляет, то, соответственно, на форсунке постоянно будет сбиваться впрыск. Потому что пружинка эта должна плотно прилегать к гайке. Здесь на пружинке, вот видно, поверхность вроде как отторцована. Специально для того, чтобы она плотно прилегала к этой гайке. А сама гайка почему-то конусная. Фигня, в общем, какая-то. Так не должно быть. Поэтому берем надфиль и все это аккуратненько, конус этот, снимаем потихонечку. Я его уже почти снял, еще чуть-чуть, и будет то, что надо. Снял я этот конус горем пополам, и теперь пружинка плотно прижимается к гайке. Вот так и должно быть. Но здесь между этой гайкой и пружинкой должна обязательно стоять еще шайбочка. Зачем нужна эта шайбочка? Шайбочка из твердого материала, потому что сама гайка из мягкого материала. А когда форсунка работает, пружинка сжимается, то ее конец постоянно вот так вот елозит. Так вот, чтобы этот конец пружинки, которая из твердого металла, не выгрыз мягкий металл гайки, и ставят между ними вот такую вот шайбочку из твердого металла, которая не дает пружинке выгрызать мягкое тело гайки. Потому что если она там канаву нароет, то, соответственно, собьется регулировка форсунки, давление упадет. Это, конечно, случится не за один день, но тем не менее так оно и будет. И в комментариях когда-то я задавал этот вопрос, и мне написали, что эта шайбочка служит как подшипник для того, чтобы проворачивалась пружинка. Оно, конечно, в принципе, логика правильная, но дело в том, что не совсем. Сама пружинка стоит на толкателе, вот на таком. А у толкателя это тот редкий случай, когда он есть. Вот здесь вот шарик впрессован. Обычно в толкателях этого шарика нету, как обычно. Сколько форсунок не разбираешь, этого шарика нет. А это попалась такая форсунка, у которой действительно этот шарик есть. Так вот, этот шарик упирается в торец иглы вот таким вот образом. И вот уже на этом шарике и совершается это вращательное движение, которое задает пружинка. То есть конец пружинки при сжатии вращается, но вращение происходит вот на этом шарике. Так что эта шайбочка, которая с этой, с другой стороны, она к этому вращательному движению особого дела не имеет. А служит она как раз таки для того, чтобы твердая пружина не выедала мягкое тело регулировочной гайки и не сбивалась регулировка форсунки. Опять же, за один день это не случится, поэтому для многих это проходит незаметно. Но, тем не менее, эта шайбочка должна, в принципе, быть. Если ее нет, то все равно форсунка
работает и работает, в принципе, нормально и долго. Но она как бы по каталогу должна быть, поэтому должна быть, значит, поставим. Отторцевал я вот здесь поверхность корпуса распылителя. Теперь ход иглы составляет 0,72 мм, то есть в допуске, потому что допуск от 0,6 до 0,8. От этого зависит, как жестко будет работать форсунка, то есть как она будет хорошо распылять. Почистил иголочку, пришлифовал ее 5-микронной пастой. Видно, теперь иголочка свободно опускается в корпусе распылителя. Все, можно сказать, что она готовая. Вот вам, ребятки, и новые запчасти. Новая форсунка, новый корпус, новый распылитель. И в распылителе новом проблема, и в корпусе проблема. В общем, называется доработай надфилем, который, слава богу, у меня есть. Так, ну а теперь начнем это все собирать и регулировать. И буду показывать, как это все дело должно регулироваться. И посмотрим, как она заработает, какое отличие будет. Все промываем, прочищаем, смотрим, чтобы эта поверхность была обязательно чистая, потому что если здесь будет какая-то мусоринка, неплотно пристанет распылитель к этой поверхности, будет проливать форсунка на сторону, то есть не будет гидроплотности. Будем потом играться, искать, где же наша гидроплотность. Все хорошенько промываем и собираем. Первым собираем вот эту вот нижнюю часть. Навинчиваем гайку и закручиваем ее с нужным моментом. Почему собираем сразу эту часть? Потому что если соберем эту часть, у нас пружинка сдавится, соответственно, распылитель будет уже накручиваться на затянутую пружинку. И тогда можно повредить таким образом иглу распылителя. Ну, здесь, вернее, штифт стоит, потому что распылитель штифтовый. Можно повредить штифт распылителя, сделать царапину и опять потом иметь кучу проблем. Заклинивание распылителя и все прочее. Так что сначала собираем нижнюю часть. Затягиваем, а потом приступаем к верхней. Если эту гайку сильно перетянуть, то можно деформировать корпус распылителя. Опять же, распылитель будет тогда клинить, особенно при нагревах. Поэтому с нужным усилием надо эту гайку затягивать. Это меньше касается вот таких вот распылителей штифтовых, потому что они толстостенные. А вот если у вас распылитель длинненький, многодырчатый, то там эта проблема стоит остро. На таких распылителях меньше. Но все равно гайку надо затягивать правильно. Ну а теперь осталось толкатель, пружинка и регулировочная гайка с шайбочкой. Все закручиваем и идем на регулировку. Ну а теперь непосредственно начнем регулировку. Сразу отпускаем форсунку и ее проливаем без давления. Давление сейчас 20 атмосфер всего-навсего. Смотрим, как она льет. А она кособочит. Нормальная форсунка должна кособочить как можно меньше. Но это кособочит. Это, в принципе, не страшно, но посмотрим, какое у нее минимальное давление, при котором она начнет распылять. Потихонечку затягиваем гайку. 40 атмосфер. Она льет. Она не распыливает, она льет. Это плохая работа форсунки. Это я сейчас показываю, чем отличается работа форсунки, когда низкое давление и когда оно высокое. Вот при низком давлении она вот такими вот струями льет и сильно кособочит. Тумана практически нету. Поднимаем давление. 50 атмосфер. Ну, хорошие распылители при 50 атмосферах уже начинают работать нормально. Это еще не работает. Поднимаем еще до того момента, когда она начнет нормально работать. Будет отчетливый стук слышно, щелкать. Вот, щелкнула. Вот теперь она начинает работать. Все. И это у нас произошло при давлении 80 атмосфер. Вот при давлении ниже, чем 80 атмосфер, эта форсунка, этот распылитель работать не будет. Это не очень хороший по качеству распылитель, потому что хороший по качеству распылитель должен работать уже на 50 атмосферах. Поставим 100 атмосфер, посмотрим, как будет работать при 100 атмосферах. В начале видео мы видели, как она работала. Теперь видим, как она сейчас работает. Вот эта разница в подъеме иглы. Я немножко подтесал торец распылителя. Ход иглы стал меньше, и она запылила лучше. То есть уже такой жесткой работы нет, как была. Ну а теперь поставим то давление, которое должно быть. 135 атмосфер. Как по книжке. Крутим регулировочный винтик.
Ставим 135 атмосфер. Вот, есть они. И смотрим, как работает распылитель. Щелкает, все хорошо. Теперь сымитируем работу на холостом ходе. Будем делать один качок или два качка в секунду. И будем смотреть, как работает наша форсунка. Сбоев нет, в принципе работает нормально. Хорошо. Давайте теперь будем определять другие параметры. И вот сейчас нас интересует гидроплотность. Будет эта форсунка держать гидроплотность или нет. Сразу будет видно, исправна она или она сливает на бок. Ставим максимальное давление. Вот она сработала. Поставим 130 атмосфер и меряем гидроплотность. Когда будет 130, включим секундомер. 130 пошло. Включаем секундомер. Смотрим, что оно нам расскажет. Бэушная форсунка должна сбрасывать 50 очков, то есть 50 атмосфер, не раньше, чем за 5 секунд. Новая форсунка не раньше, чем за 15 секунд. Но эта форсунка 15 секунд уже прошло, а она сбросила только 15 атмосфер. То есть до 50 еще далеко. То есть эта форсунка по гидроплотности просто хорошая, исключительно хорошая. Чудесно. Бывает, конечно, форсунки встречаются, когда гидроплотность на стенде совершенно не падает. Стрелка стоит как укопанная. Тут понемножку падает, но тем не менее все прекрасно, все в параметрах. Форсунка никуда не сливает. То есть форсунка рабочая в этом плане. Сейчас у нас все хорошо с этой форсункой, но если вдруг так случилось у вас, что ваша форсунка гидроплотности не держит, значит, куда может деваться гидроплотность? То есть куда может убегать солярка, из-за чего падает давление? Первое. Она может сливаться в обратку. От чего это зависит? Это зависит от износа вот этой вот поверхности направляющей иглы. Если эта поверхность изношена, форсунка начинает сливать в обратку. Второе, почему она может сливать в обратку, это вот те плоскости привалочные, о которых я говорил, что надо держать их в чистоте, проконтролировать, что они чистые. Если на них есть царапина или грязь, она тоже может сливать в обратку. Это два случая. И еще одно отверстие остается, куда может деваться солярка, то есть сбрасываться давление. Это вот через штифт. Но тогда, если этот штифт неплотно прилегает к корпусу распылителя, тогда здесь набегает капля. И вот сейчас этот параметр мы на этой форсунке тоже проверим. Потому что надо не только, чтобы не стравливалось сюда давление, то есть чтобы форсунка держала гидроплотность, но чтобы здесь и не образовывалась капелька солярки. Потому что если здесь будет образовываться капелька солярки, то эта солярка будет пригорать со временем. Здесь будет образовываться нагар, и, соответственно, форсунка перестанет нормально работать. Так вот, чтобы здесь не скапливался нагар, никакой капли здесь быть не должно. Сейчас этот параметр и будем контролировать. Для этого вытираем ту солярку, которая здесь могла бы быть. Вытираем корпус форсунки, чтобы солярка не набежала с корпуса на кончик распылителя. Аккуратненько убираем все капельки и накачиваем давление до максимально возможного. Мы регулировали форсунку на давление 135, значит накачиваем 130 атмосфер и засекаем. Так, она сработала, это уже было лишнее. Накачали максимальное давление, берем опять же секундомер и наблюдаем за образованием капли. Капелька не должна образоваться раньше, чем через 1 минуту. То есть, если капелька у вас повисла через 1 минуту, это допустимо. В этом случае вы будете заводить холодный мотоблок, он у вас будет на холодную продымливать, что допускается. Несколько минут после прогрева дым будет пропадать. Вот на что влияет эта капелька. Так что, если ваш мотоблок себя ведет по утрам таким образом, значит, этот параметр у вас немножко не соблюдается. Хотя это не критично. Так, смотрим. Минута заканчивается. Капелька у нас не набежала, значит, этот параметр соблюдается. И смотрим, появилась ли здесь вообще солярка. Немножко появилась, совсем немножко. Но запотевание допускается. Идеально, конечно, когда даже запотевания нет. Но это распылитель, мы уже видим, что он не сильно-то и качественный. Поэтому запотевание есть, но оно ГОСТами допускается. Главное, чтобы не было капли. В общем, по гидроплотности, по каплеобразованию эта форсунка нормально себя ведет.
Ну и последний параметр, который контролируем, это как у нас работает форсунка, как она распыляет, то есть как образуется туман. Для этого качаем станок со скоростью 1 раз в секунду или 2 раза в секунду и смотрим на качество распыла и щелкания форсунки. Пропусков при работе форсунки нету. Распыл в принципе приемлемый. Значит, эта форсунка в рабочем состоянии. И последнее, после того, как она у нас таким образом покачалась немножко, опять проверяем на то, образовывается у нас капля вот здесь или не образовывается. И вот видим, что у нас капелька образуется. Значит, при работе на двигателе, на этом распылителе будет образовываться вот эта вот капелька. А значит, эта капелька будет пригорать. Но дело в том, что эта капелька может образовываться из-за того, что из самой банки летит солярка на форсунку. Значит, сейчас баночку надо убрать отсюда и дать возможность форсунке поработать без всяких баночек, чтобы исключить попадание солярки распыленной из банки. То есть все вытираем насухо, все красиво, все хорошо. И пробуем еще раз качать. Туман хороший, туман прекрасный. Все чудесно. И смотрим, образовалась ли у нас капля при работе форсунки или нет. Нету капли, значит все хорошо. Значит, это у нас солярка попадала из банки. Все хорошо с этой форсункой. Она работает. Но качество распылителя, конечно, не ахти. Но, тем не менее, по всем параметрам эта форсунка проходит и будет благополучно работать. Будем звонить хозяину и его радовать. Ну и еще можем проверить один параметр. Он не обязательный проверки, но можем проверить. Это пятно распыла. Будет кружок у нас или не будет? Вот у нас пятно распыла. Похоже на кружок? Похоже. Значит, форсунка в сторону не заливает. Значит, у нас образуется более-менее равномерный конус. Это хорошо. Тут форсунка тоже прошла по этому параметру. Вот покажу вам качество образования тумана на темной поверхности. То есть распыл хороший, уверенный, более-менее мягкий. Короче, на этом история не кончилась. Позвонил я хозяину, говорю, так и так, распылитель работает, форсунка работает, но распылитель на грани. Говорит, стал хороший новый распылитель. Поставил я новый распылитель, и сейчас увидите разницу в распыле. Вот это распылитель китайский, который я всегда беру. Как он пылит. Вот насколько отличается качество распылителя. Что такое хороший распылитель? Сразу туман из баночки идет. Вот это правильно топливная смесь. Так что хорошая форсунка – залог успеха хорошей работы дизеля. Такие вот дела. Насколько он мягче работает. Вот вам китайская четверочка супротив Таты. Китайская четверочка делает чудеса. Пока еще лучших распылителей я не нашел и не встречал.